Всем добрый день. Борис Леонидович Марцинкевич, здравствуйте. Добрый день. Главный редактор портала Геоэнергетика.Инфо. Говорить мы сегодня будем о том, случится ли ядерная война на Ближнем Востоке. Я вам сейчас шаги нарисую. Мы сегодня буквально стали на один шаг ближе в связи с признанием Великобритании Палестины. Я не утверждаю ничего, да, я сейчас расскажу некоторые диспозицию, скажем так. То есть у нас же в этом году, в принципе, уже произошла 12-дневная война между Ираном и Израилем, и это две ядерные, по крайней мере, заявляющие себя ядерными державы. То есть она началась 13 июня. Оба государства в ней победили, как мы знаем, потому что оба лидера заявили, что они победили. А далее вопрос. Там же произошло еще одно событие буквально неделю назад. Да? Это стратегическое оборонное соглашение между Саудовской Аравией и Пакистаном. Пакистан еще одна ядерная держава. Он прямо шахматную доску уже можно потихоньку расставлять ближневосточную. Я хотел отдельно поговорить про Израиль. То есть, когда мы говорим о ядерной войне в Израиле, да, и о том, что это ядерная держава, смотрите, как с ним непросто, вы просто скажете какое-то свое мнение по этому поводу в том числе, к тому, насколько эта угроза, она там мнимая, немнимая, реальная. Израиль запустил ядерную программу в 60-е годы, проведя первичные испытания вместе с Францией. Тут надо заметить, что Франция, как только у нее ядерные испытания получились, она тут же поехала в Форт Нокс и отжала свое золото назад. Это такой малоизвестный факт. Все говорят про то, как Де-Голь золото забрал, не все это увязывают с тем, что как только у Франции получилось махать ядерной дубинкой, она сразу попросила золото. А в остальном про ядерную программу Израиля было известно, в том числе о план Самсон, так называемый, ответного удара, известно из книги Сеймура Херша. Это же план секретный, сразу говорю. Вы же знаете, что как только секретный план, то есть обычно по нему печатают книгу и издают, чтобы он был еще секретнее. И тут источник Сеймур Херш, то есть человек, последовательно описывает там нехорошие дела Соединенных Штатов во Вьетнаме. Следом сливает деятельность американцев в тюрьме Абу-Грейб. То есть он прям работает конкретно против американцев. Разоблачает ликвидацию Бен Ладена. Сливает, что северные потоки тоже американцы слили. То есть это очень честный правдолюб, журналист-правдолюб. На сайте видеожурнала «Картина мира» становится понятным не только то, что происходит, но и кто за этим стоит. Мы делаем видео, позволяющее в обход цензуры самостоятельно формировать достоверную картину настоящего и образ будущего. Оформив платную подписку на сайте, вы получаете не только возможность регулярно смотреть новые интересные видео, но и полный доступ к архиву видеожурнала в полном объеме, без цензуры и рекламы. Следуйте за нами в социальных сетях. Там вы можете раньше всех увидеть анонсы наших новых видео, марафонов, послушать подкасты. Приятного просмотра! Соответственно, рассказ о секретной программе Израиля из его уст, он тоже, это не этот. Дальше. Вопрос. Если у Израиля есть такая программа, где у нее испытания? Потому что испытания, говорю, это Франция вообще-то проводила, это не совсем Израиль. Дальше, в 1976 году был инцидент Велла. Это ЮАР проводила, тоже не Израиль. Там связи были. И, наконец, через 10 лет, здесь не особо убедительно, здесь не особо убедительно, в 1986 году происходит утечка от товарища по имени Мордехай Вануну. Он, в общем, оказался на работе в исследовательском ядерном центре в Димоне, не имея никакого образования вообще технического, то есть он каким-то образом туда попадает. Там же учит английский язык, как ни странно. Там же заканчивает университет, только не по специальности. Потом его за что-то увольняют, а потом возвращают, но он так сильно обиделся, что все секретное сфотографировал и передал самой правдивой британской прессе это все, чтобы она немедленно всю эту секретность вместе с Сеймуром Хершем сделала достоянием общественности. Его за это дело Моссад выкрал, отвез в тюрьму, посадил в одиночную, то есть никто не видел, как он сидит.
А потом его вроде как перевели в общественную тюрьму, но он там доставал охранников тем, что отказывался смотреть передачи на иврите, смотрел все на английском. Видимо, так хорошо выучил его в ядерном центре в Димоне, что тот его роднее. Что иврит забыл. Да, что забыл иврит. И почему-то обращались некоторые к нему, и он отзывался на имя Джон Кроссман. В общем, вот такая история ядерной программы Израиля. Вопрос, можем ли мы что-то сказать, например, там, не знаю, про Израиль или про Иран? Ну, раз решили начать с Израиля, давайте с него и начнем. Изначально он заявил, что присоединяется к объявленной Эйзенхауэром программе «Атом во имя мира». Изначально США были против того, чтобы у Израиля появлялась ядерная программа, но исследовательский реактор поставили. Он до сих пор работает, он легководный, на нем действительно идут работы чисто научно-исследовательские, идет наработка радиофармпрепаратов и так далее, и так далее. То есть он живет отдельно. А вот соглашение с Францией, 1957 год, и появление реактора с аббревиатурой ИРР-2. Вот это уже действительно имеет прямое отношение. Штаты были против всех этих дел. Действительно, это продолжение французской атомной программы чисто с технологической точки зрения, потому что прообраз, референтный образец был в Маркуле построен, и на нем шла наработка плутония. Если говорить о ядерном оружии первого поколения, то есть до термоядерного, это либо из плутония с обогащением по делящемуся изотопу урана-235 до 90% и выше, либо плутоний-239, либо. Если говорить о тех экспериментах, которые ставили Соединенные Штаты над Японией, то взрыв в Хиросиме – это урановая бомба, почти 20 килограмм, КПД очень невысокие, менее 10%, то есть большая часть того, что было наработано, вот этот обогащенный уран просто разлетелся. Угу. Он не взорвался, он в виде пыли осел на эту Хиросиму. А взрыв над Нагасаки – это уже плутониевая бомба, здесь КПД значительно выше, под 30%. То есть, если над Хиросимой взорвалось 20 килограмм урана, то здесь всего 6 килограмм плутония, а результат почти одинаковый. КПД намного выше, намного интереснее. Поэтому, если говорить, допустим, о советской атомной программе, изначально бомба была плутониевой. Все остальное было потом. Если говорить о американской бомбе, ту, которую испытывали, первое испытание прошло чуть раньше, чем эксперименты над Хиросимой и Нагасаки, ничего, что это. Они ставят эксперименты... Так издалека к израильско-иранскому... Да. Вероятности израило-иранского конфликта, да. И именно потому, что они технологически немножко разные. Угу. Вот тут реактор, который был построен в центре Димон, это тяжеловодный реактор, так называемый. Его принципиальное отличие – он не требует обогащения ядерного топлива, то есть природная руда, и не более того, и позволяет нарабатывать плутоний. Для этого есть определенные технологии, есть большое подозрение, что французы с этим, конечно, поделились. Там это все настолько секретно, что прям никто не знает. А я, хотел спросить, его же намыть-то не так просто. Намыть так не бывает. Урановые блочки, да, они должны быть металлическими, это единственное ограничение, которое есть, помещаются в активную зону реактора. Через 30-40 суток в них, в этих блочках образуется максимально возможное количество плутония-239, и еще не успевает начать нарабатываться плутоний-240. Это два изотопа. 240 очень неприятен для всего, что касается ядерного вооружения, потому что он ведет себя непредсказуемо. Он самопроизвольно распадается. Такой, наверное, самый яркий вариант. Корейская Народно-Демократическая Республика собиралась проводить исследовательский взрыв, испытание. 15 килотонн должно было состояться. Взрыв провели, по оценкам взорвалась 1 килотонна. Но это второй момент. Причина – передержали топливо, слишком много было этого изотопа 240, он себя вот так повел. То есть здесь надо четко соблюдать технологию. И, разумеется, вы все равно, чисто физически это выглядит как тот же самый урановый блочок, в котором вот надо извлечь каким-то образом это плутоний. Это растворение этого блочка в целом наборе кислот, выщелачивание, разные температуры. То есть это отдельная такая серьезная технология. Но не надо обогащать уран.
Вот прям природные берем и никаких проблем не испытываем. В видеожурнале «Картина мира» каждый найдет интересное для себя. Исследование израильского журналиста Юваля Абрахама показало, что Израиль использовал систему искусственного интеллекта для выбора целей во время 6-месячного конфликта. Система, называемая «Лаванда», определила 37 тысяч потенциальных целей на начальной стадии войны. Это откровение произошло на фоне глобального возмущения из-за ударов беспилотников по гуманитарной помощи, что привело к гибели 7 сотрудников благотворительных организаций, в том числе 3 британских военных ветеранов. Еще больше интересных выпусков вы найдете для себя в подписке видеожурнала «Картина мира». Собственно говоря, вот эту технологию, судя по всему, там секретность значительно более чем высокая, чем господин Вану. Вот, не принципиально, да. Я знаю, что там на самом деле. Сейчас Мордехай Вануну. Он не мог видеть всего, потому что это совершенно отдельное производство, то есть вот здесь реакторный зал. Это просто я привел пример как очевидные шляпы просто, вот прям шляпы. Еще он прошел с фотоаппаратом, как бы. Да, мало того, еще и фотоаппарат продолжит работать, несмотря на тот еще уровень радиации. Если, наверное, в качестве образца то, что у нас происходило в Озерске, производственное объединение «Маяк», объект А – это реактор, объект Б – это радиохимическое предприятие. То есть там нет физики, там есть химия. То есть вот из металлического блочка надо отдельно извлечь несколько разных металлов. Такая отдельная высокая наука, это и высокий уровень радиации, работать там ни с фотоаппаратом, ни с чем не получится, это ограничение для персонала, то есть можно находиться только определенное время в определенной биологической защите и так далее. Но на этом все не заканчивается. Вы получили плутоний, замечательно, поздравляю, но вам нужен боезаряд. Боезаряд – это необходимость освоения металлургии плутония. А плутоний, как металл, ведет себя очень капризно, он может вспыхивать там и так далее. То есть инертная среда требуется и много чего еще, отдельная наука. Вот по поводу того, есть металлургия плутония у Израиля или нет, никто ничего не знает. Я скажу из предельно простого. Если в течение всего этого всех этих прошедших лет такая звонкая тишина, значит, точно есть. Иначе бы они не продолжали наработку плутония. Наработка плутония видна. Несмотря на то, что на объект в Димоне никогда не допускались инспекторы МАГАТЭ, Израиль не подписывал договор о нераспространении ядерного оружия, поэтому инспекцию имеет полное право не допускать. Но техника на месте не стоит. МАГАТЭ, которая изначально создавалась для, так скажем, распространения атомной энергетики, всех атомных технологий, мирное направление, после разработки появления договора о нераспространении ядерного оружия, это вторая задача. То есть главная задача МАГАТЭ все та же. Помогать странам осваивать атомную энергетику, атомную медицину, направление, там, связанное с сельским хозяйством и так далее. После того, как эта задача была поставлена, инспекторы МАГАТЭ, достаточно серьезная на самом деле организация, техника, которая сверху видит все, у них есть. А Плутоний-239 ведет себя так, что это можно видеть. С хороших расстояний радиация есть радиация, она бесследно не пропадает. То, что плутоний в Израиле есть, точно. То, что они все эти годы продолжают его нарабатывать, не складируют же они его просто так. Очевидно, что... Там заявлено от 90 до 200 боезарядов к ракетам, которые крепятся. Опять же... Это то, что в открытых источниках. То, что в открытых источниках, да, есть некая средняя цифра. Считается, что если заряд чисто плутониевый, это 15 килограмм. Вот, исходя из этого. Если заряд на обогащенном уране 25 килограмм. Условная цифра, потому что, конечно, сама конструкция боезаряда может быть самая разнообразная. Позволяет и из меньшего количества производить, и позволяет больше. Тут есть такие вот средние цифры. Так что вот эта тишина, она говорит о том, что плутоний там нарабатывается не из любви к искусству, не из-за того, что хочется похвастаться, а мы умеем делать плутоний, молодцы. Явно что-то есть. Количество боезарядов оценить сложно, тем более, что и этот реактор, который французы поставили, они именно его поставили, то есть их технологи приезжали, все это конструировали на месте. Он прошел несколько этапов модернизации, насколько глубокое, неизвестно. То, что у него стало выше мощности, очевидно, что количество плутония тоже нарабатывается больше. Какое именно, можно только гадать, несмотря на
джентльменов, которые неправильно сидят в тюрьме, вот это ни в какую печать не просачивается. То, что еще известно по этому центру в Димоне, это операция, провернутая с Аргентиной. Для того, чтобы реактор на тяжелой воде работал, ему нужен, собственно говоря, сам уран. Урановая руда как таковая. Проведено это было достаточно хитро, перепродавалось через разные руки. Судно шло напрямую. Груз был объявлен сельскохозяйством. Удобрения везли. При этом, если смотреть по документам, он там был раз 10 продан, куплен, и бог его знает, что с ним еще сделал. Но запас был привезен достаточно серьезный, судя по всему. Опять же, в открытой информации, в открытых источниках ничего не найдешь. То есть, с этой стороны им проблему решили. Еще одна проблема, чисто техническая. Тяжелая вода должна дополняться. То есть, она постепенно приходит в негодность, там накапливается обычная вода, это нехорошо, накапливаются какие-то радиоактивные уклоны, тоже ни к чему. То есть, ее надо постоянно обновлять. Вещь достаточно дорогая. Напомню, что формула D2O, то есть вместо H2O, D2O. D – это дейтерий, это изотоп водорода, в котором в ядре не один протон, а у него есть сосед, нейтрон. Он с ним договаривается, что что-то здесь просто так летаешь, давай ты со мной в одной квартире жить будешь. Производство дорогое, но за эти годы вроде бы уже есть открытые данные. Производство тяжелой воды они освоили. Первые поставки были из Норвегии. Дальше они эти закупать перестали. Мне интересно, что из Норвегии. Интересно просто, что вообще вся история атомного оружия, она же как раз связана с тяжелой водой в Норвегии, английскими спецоперациями по ее там подрыву, вывозу, по прекращению намыва этой тяжелой воды в Норвегии. Ну, производство тут на самом деле достаточно тяжелое, очень энергозатратное. То, что было англичанами действительно провернуто, остановило урановый проект Германии. Да-да-да, я просто не понимаю, почему они до сих пор это кино не сняли. Это же там целый. Ну, про тяжелую воду можно действительно очень много всего снимать. Один из крупнейших производителей тяжелой воды – это Исламская Республика Иран. О, мы сейчас к иранской программе подойдем тогда. В 2015 году 30 тонн по цене $1000 за килограмм приобрели США, Россия приобрела 70 тонн в том же 2015 году. То есть у Ирана? У Ирана. Иран не имеет ничего против, чтобы у него покупали товар востребованный. Что касается самого Ирана, то дейтериевых медицинских всевозможных изделий, не знаю, как там правильно назвать, лекарств, я не медик, не знаю, какие там, более 300 наименований. В видеожурнале «Картина мира» каждый найдет интересное для себя. 3 убежденных британских империалиста: Сесил Ротс, Уильям Стед или Стид, разведчик, и Реджинальд Беллиол Бретт. Тайная организация во главе с 5 стала ударной частью старого британского класса и одновременно ядром новой мировой англо-американской элиты. Ну, а если посмотреть в прошлое, то британо-американский конфликт 20-х годов, он вылился в конечном счете во Вторую мировую войну, и в которую вроде бы ввели Германия и Советский Союз, но поджигателями и заговорщиками главными были, безусловно, британцы и американцы. Еще больше интересных выпусков вы найдете для себя в подписке видеожурнала «Картина мира». Общий анализ иранской программы можно тогда дать? Вот примерно такой же, как по Израилю. Давайте с этим закончим. То есть, вот, Димон – некая вещь в себе, что именно там происходит, что там нарабатывается, как будет использоваться. Ну, хорошо, у тебя есть ядерный боезаряд, но до цели его надо каким-то образом донести. Будет ли в качестве носителя использоваться летная техника, которую поставляют Соединенные Штаты? Вопрос. Может быть, есть какие-то ракетные технологии? Тоже вопрос. Так называемый инцидент Виллы, о котором вы говорили, это действительно испытание в 1979 году, вроде бы как в таком обычном израильском стиле, в Южной Африке. Южная Африка – это единственная страна на планете, которая технологии получения ядерного боезарядов освоила и отказалась. Вот, совершенно уникальное явление. Добровольно? Да, добровольно. Они хотели выйти из режима апартеида, пригласили инспекторов МАГАТЭ, чтобы убедиться в том, что мы больше этого не производим. Убрали реакторы, которые позволяли это делать. Но, тем не менее, в 70-е годы со всеми этими режимами апартеида и
Южная Африканская Республика того времени напоминает, наверное, Иран нынешнего или Россию нынешнего с нашими тысячами рестрикций со всех сторон. Жила достаточно изолированно, ей это не нравилось. Для того, чтобы выйти из этого изолированного режима, было предложено отказаться от ядерного оружия. Они сказали: да, пожалуйста, отказываемся. Что хотите, то и делайте. Но единственный взрыв исследовательский, экспериментальный, там называйте как его угодно, достаточно ли этого, сказать сложно. Если говорить о том, как ведет себя ядерный оружейный комплекс России после подписания всех договоров о запрете всех видов ядерных взрывов, наземных, воздушных, подземных, подводных, в наших ядерных центрах совершенно могучая когорта программистов, которые моделируют условия ядерного взрыва для разных типов ядерных боезарядов. Без испытаний. Без испытаний. То есть это настолько серьезная работа. Я специально повторил для того, чтобы показать, что наличие испытаний не обязательно. Не обязательно их фиксировать. Они на сегодняшний день могут быть моделироваться. Вот насколько удачно или нет, потому что, с одной стороны, разумеется, программисты, которые вот этим занимаются, говорят, что у них все в порядке, но все равно есть скептики. Ребята, как бы хотелось один раз проверить все, что вы написали на коленке, или то, что ваша умная машина. Давайте, а нельзя. Вот справляется ли с этой задачей Израиль? Насколько удачно справляется, не проводя новых экспериментальных взрывов, точно на 100% гарантии никто не дает. Можно 99, там еще 5 девяток, но, тем не менее, элемент сомнения все равно есть. Вот и все, что мы знаем об Израиле. Вот эта тишина, так скажем, основной вопрос для производства ядерного боезаряда должна быть освоена металлургия плутония. Вот об этом вопросе настолько звонкая тишина, что все уверены, что это сделано. То, что вы видите, это всего лишь короткий ознакомительный фрагмент. Полную версию вы можете посмотреть, оформив подписку у нас на сайте. Напоминаем вам, что по-прежнему возможна подписка из-за рубежа. Подписывайтесь и смотрите полные видео без цензуры и рекламы на сайте nday.club.